Друзья, я получил от вас вопросы к Бато, который просил, чтобы вы написали. К сожалению, у меня не было сегодня возможности с ним встретиться, но мы с ним встретимся, уже списались в Нижнем Новгороде. Он тоже будет на выставке участвовать «Арт-Мир». Сегодня, 26 января, открытие в 18 часов. Приглашаю вас. Приходите, приезжайте. Выставка продлится до 4 февраля. И мы, художники, кто хочет, будем рисовать, писать ежедневно, по-моему, с 18 часов. Будут модели присутствовать на выставке, такой перформанс. В театральных одеждах, в национальных одеждах будут различные темы для творчества. Будем работать, приходите посмотреть и поучаствовать. User DM, я все-таки думаю о том, что рецепты живописи все-таки существуют. Это как математика. Ну вот проблема в том, что там вариантов сочетания цветов десятки тысяч. Кто ж вам напишет? Попробовать бы задать этот вопрос. Но у многих художников есть в наличии пару десятков шаблонов. Например, когда красный в тени, пишут то через коричневые, то через краплаки, фиолетовые. Разные состояния. Брусилов часто пользуется коричневыми в сочетаниях, чтобы передать облака. И добивается эффекта синих. Он и сам это говорит. Оттенков много, но ведь это определенный шаблон? Ну, не знаю. Шаблон в чем? Если ты пишешь наработанные оттенки какие-то, да, ну ты знаешь, что уже не ошибешься, тем более, если мастер-класс делаешь. Это одна история, да, действительно, очень много я видел, пишут, повторяясь, наработанные произведения, такие безошибочные. Ну, дерево туда поставил, дерево туда, сюда, облака такие же, как и раньше. Он уже знает, как их писать. Но еще не закончено послание. Руку определенного мастера узнаем через определенные приемы, присущие только ему. Послушайте искусствоведов, так они вам расшифруют все математические формулы, но не факт, что сам художник с ними, с этим согласится. Как вы, Вячеслав, относитесь к рассказам о своих произведениях? Часто ли вы встречаете подобающее описание от этой братьи? Хорошо, что стали писать эссе. О, кстати, надо на выставку сейчас распечатать. Облегчает им труд. Видимо, не доверяете, особенно будущим. Да нет, ну просто эссе это определенно, ну это другая история, другой мир. Выразить невыразимое через слова. Ну, это не значит, что человек прочтет это эссе, и у него какая-то связь между картиной и то, что написано в виде слов, как-то углубиться. Но совершенно не значит. Более того, многие могут вообще не заметить эти бумажки, или если вот каталог делаю, там будет несколько напечатано. Как люди не замечают красоты, например, гор, если они живут там. Я был когда в Кедарнате, и индусы говорили, что здесь, что сюда все приезжают со всего мира, чего тут такого особенного. Ну вот они живут там, для них это привычные, я не знаю, горы, небеса, речи, там, леопарды. А для меня это все диковинка, новизна такая, которая вообще сносит ум, ломает привычные шаблоны. Эссе – это внутренний такой зов, написать что-то, что если в тебе внутри что-то шевелится, то берешь карандаш, ручку и записываешь несколько слов, которые являются неким указателем, которые отправляют тебя, ну, ты можешь по этим указателям тоже словить это состояние, которое, ну, вот меня иногда посещает. Но вы же наверняка видите, какие комментарии здесь под моими роликами пишут. Ведь же бывают, согласитесь, такие, читая которые, вы понимаете, что человек не очень в теме, мягко говоря. Ну, а те, кто напишут пару слов, в них сосредоточено, ну, все послание души, и я это чувствую. Я очень люблю друзей, люблю дружить с теми, кто на моей волне. И мне дороги те
письма, те сообщения, послания, какие-то комментарии, в которых прочитывается этот резонанс. Фактически художнику всегда нужна обратная связь. Каждому. Как бы кто-то там не прикрывался тем, что ему все равно, на самом деле нет. Обратная связь нужна, важна. И когда она есть, это увеличивает шансы на дружбу, на теплые отношения. Это очень важно. User QC, расскажите, можно ли перекрасить старую раму бронзовую? Спасибо. Я даже новые покупаю, вот когда красивые такие с финтиклюшками. Рамы я беру, они уже сделаны. Я беру флейцы, порчу. И выходит так, что вот эта блескость, яркость более становится сдержанная. Ну, а почему же нельзя? Перекрасьте, конечно. Вы чувствуете, что способны сделать лучше, чем то, что есть. Ну, просто посмотрите в интернете, какие варианты достижимы, и сделайте лучше. Юрий Капранов. Вячеслав, поделитесь, пожалуйста, вашим секретом вкусного натюрморта, в кавычках. Как добавить креатива в постановку предметов, чтобы это не было скучно и заезжено. Бывало такое, что подходит человек, ну как же так, ну те же самые краски у вас, ну почему у вас получается, у меня нет? Или там натюрморт стоит один и тот же, я не знаю, у 10 вообще ничего нет на холсте, а у одного шедевр. Как так? Разные видения, предметы те же самые, разные видения тона, цвета, композиционное решение. Вдруг этот человек, который шедевр написал, он что-то от чего-то избавился, что-то подвинул, что-то там, ну вот принцип неодинаковости, что-то обострил деталями, а что-то просто одним тоном или вообще смикшировал так, что это не стало важным. Ведь дело-то не в количестве каких-то предметов, которые создают вкус натюрморта, а в нашей способности интерпретировать это с той степенью творческой глубины, вот, присущей каждому. И это надо развивать, вот эту глубину композиционных решений. И то, что вы делали, Юрий, на вот этих курсах, когда несколько раз вы прописывали один и тот же мотив по-разному, это путь к тому, чтобы быть в этом поиске. Более того, можете себя специально ограничить, поставить, я не знаю, там рюмку, или там вот я писал лучок. В рюмке лучок, все, ничего не надо больше. Напишите эти отношения, напишите ясно, точно, дизайнерски, творчески, как-то вот, ну вот, найдите решение через поиск вот этих вот постоянных каких-то нашлепках, этюдов. Не надо какие-то специальные горшки и кувшины дорогие покупать, и какую-то среду, тряпки какие-то вешать. Нет. Давайте начнем с того, что есть ваза, есть подсолнух, есть Ван Гог, и все. И все удивляются уже, я не знаю, 100 лет. Короче говоря, решение. Ищем решение. И оно не одно. Вот в чем дело. Эти решения бесконечны. Более того, даже среди этих нескольких решений, которые вы там делаете за один день, порой сложно выбрать, потому что и то, и другое хорошо, но они разные. И вы приходите к выводу, что все работает. Работает видение, настройка, способ фантазировать, способ дизайнерски решать, ну, простую ситуацию. В ноябре месяце в Москве в 2019 году был класс, который я проводил, вот ролик 7-минутный с этого класса предлагаю посмотреть сейчас. Отметьтесь, пожалуйста, в журнале «И сейчас, и потом». Ну, пока.